Приветствую, друзья! В предыдущей серии была проделана большая работа. Была построена деревянная рама, которая является испытательным стендом для реактивного двигателя. И сделано все таким образом, чтобы это заодно являлось болидом Унimoto для международных соревнований Унimoto. Турбина наконец-то совместилась со своей камерой сгорания, чтобы теперь уже полноценно называться двигателем. На раму было установлено различное обслуживающее оборудование, сделан блок запуска и управления двигателем, а также кучу всяких там проводов. И сегодня, друзья, как раз настал тот самый момент, когда я буду пытаться все это заводить. Чтобы запустить реактивный двигатель, как и в ситуации с обычными автомобилями, его вал нужно раскрутить до каких-то минимально рабочих оборотов. И, как мы с вами уже знаем, простым воздушным пистолетом сделать это не получится. Поэтому я сделал вот такую вот страшенную кривую железку, которая в теории должна его завести. В принципе, это тот же самый воздушный пистолет, только с очень большим сечением для воздуха. Ну и, как вы, наверное, уже заметили, воздушных струи здесь будет аж две. Я решил так сделать, во-первых, чтобы был больше крутящий момент, а во-вторых, чтобы нагрузка на крыльчатку ложилась равномерно, чтобы ее не перекашивало. Честно признаюсь, что накануне вечером, когда я сделал эту заводную штуку, я не удержался и все-таки провел пару попыток завести двигатель прямо в гараже. Давайте посмотрим. Как вы можете наблюдать, попытки завести двигатель в гараже в тот вечер не увенчались успехом. И не совсем понятно почему. Поэтому сегодня давайте начнем все с нуля. Что ж, друзья, как и бывает со всеми этими новыми изобретательскими, новаторскими штуками, с первого раза, как правило, ничего не работает. В данный момент проблема очевидна. Не хватает скорости вращения крыльчатки. Ее необходимо разогнать до какой-то начальной скорости, чтобы произошел так называемый самоподхват. Самоподхват — это, то есть, когда двигатель еще не является двигателем, но ему уже хватает сил вращать самого себя, не прибегая ко всяким там дополнительным внешним вращающим воздухом или стартером или чего-либо. Так вот, у этой турбины скорость вращения для самоподхвата несколько десятков тысяч оборотов в минуту. Может быть 20, может 30, может даже 40 тысяч оборотов в минуту. И до такой скорости раскрутить, конечно, еще надо умудриться. И в данном случае что-то нам не дает.
Я тут повращал крыльчатку руками и заметил, что когда нет давления масла, вращать ее намного проще. И это естественно, ведь масло вязкое вещество, и оно как мед замедляет турбину. А поскольку заводить нам ее и так непросто, масло еще ее тормозит, и получается, что ничего не получается. У меня сейчас есть идея убавить давление масла. Оно было в порядка 3 атмосфер, и я давайте убавлю до 1 атмосферы. То есть без подачи масла турбину оставлять нельзя, но и давление надо убавить. Давайте попробуем. Я решил масляный насос кинуть на отдельный большой аккумулятор. Кроме того, я еще установил шим-регулятор, который способен регулировать мощность этого масляного насоса. Вот, я поставил сейчас 1 атмосферу. Давайте попробуем так ее и запустить. Что ж, друзья, даже с давлением в 1 бар турбина никак не хочет заводиться. Но чувствуется, что ей прям чуть-чуть чего-то не хватает. Конечно, после того, что я сейчас скажу, вы все накинетесь на меня со злобными комментариями, но деваться некуда. Я хочу сейчас попробовать ее завести с отключенным маслом вообще. То есть без давления масла. Тем не менее, турбина смазываться все-таки будет, потому что там какое-то маслице все-таки остается, и по трубочке немного стекает. В общем, я не думаю, что это прям критично смертельно опасно, но как-то завести ее нам надо. Поэтому пойду на этот рискованный шаг. Я сейчас раскручу турбину настолько, насколько это получится, подам зажигание, керосин, поиграюсь ручкой газа, то есть количеством подаваемого керосина. И если я услышу, что она как-то завелась, ну или как-то это пойму, тогда я сразу резко должен буду подать масло, чтобы турбина не вышла из строя. Ну что ж, друзья мои инженеры, даже с полным отсутствием давления масла эта штука не заводится. И последнее, что я смог здесь вообще придумать, это дать двигателю немного прогреться. Тогда масло будет еще жиже, а значит мы сможем разогнать ее до необходимых скоростей. Сейчас температура масла всего лишь 10 градусов. Понятное дело, что при такой низкой температуре оно густое, как мед. Корпус турбины уже нагрелся очень сильно, и нужно подождать, когда разогреется вот эта центральная часть. Тогда масло станет гораздо жиже, и я думаю, если повезет, все это дело заведется и заработает. Есть у меня, правда, еще одна скользкая теория. Возможно, на больших оборотах турбины наша заводилка уже не раскручивает крыльчатку, а мешает правильному всасыванию воздуха. Поэтому сейчас я подожду, когда центральная часть турбины прогреется, снова раскручу турбины, попытаюсь ее завести, и когда достигну максимальных оборотов, я отключу воздух. Далее турбине придется раскручиваться уже за счет своих собственных, скажем так, ресурсов. Ну что? Последняя попытка.
Чтобы убедиться, что это не везение и я реально научился заводить этот двигатель, я решил запустить его еще разок. Ох, друзья, это было нереально круто. Но, тем не менее, несмотря на то, что двигатель как-то завелся и как-то там работал, у меня к нему куча всяких нареканий. Отовсюду что-то идет какой-то дымочек, какие-то непонятные странные пузыри там идут. Со всем этим, конечно, стоит разобраться. И я думаю, уже пора к этой турбине ставить какое-то сопло и начинать мерить тягу. Но об этом, конечно, в следующей серии.
А сейчас я благодарю своих спонсоров, которые помогают мне материально. Думаю, сейчас это особенно актуально, потому что мне кажется, в ближайшее время мне потребуется очень много керосина. Пишите свои комментарии, мне очень интересно ваше мнение, ваши советы на этот счет. Ну а на сегодня у меня пока все. До встречи в следующей серии.